Всем привет, вы на канале Польза.нет и штатно идем топить Pixel 9. Почему? Потому что IP68. Так, ну Пикселю вообще волшебно повезло. Мало того, что защита от влаги проверяется, так еще защита от влаги по легкой проверяется в режиме дождя. То есть сейчас идет дождик, мы с вами снимаем. И насчет того, что ну и что там, IP68, все выживут. Нет, не все выживают. Тот же Vivo X100S с IP69K у меня реально погиб. Тот же Nubia Z60, по-моему, Ультра тоже погиб при утоплении. И очень много всего от BBK ловило таких волшебных пузырьков, что я бы не советовал с BBK-евскими девайсами ходить под дождем. Хотя у многих другой опыт, но у меня, вот видите, там на 30 секунд ты опускаешь воду, по идее он должен выживать, по идее после этого еще и сенсор должен работать. Но, как говорится, на то я и блогер, чтобы что-то делал. О, и включился. И сенсор даже работает. Ну, молодцы. Молодцы по мне. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня на помощь Гуглу пришла Футурама. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Это Pixel 9, мне он, кстати, нравится, и внешне, и расцветки у него интересные, особенно розовая, но розовая почему-то дороже, поэтому я купил зеленую. Если говорить об их устройстве, вы уже видели в начале, что он выживает в воде, у него IP68, разумеется, так делать не стоит, но если что-то печальное случилось, вы знаете, что вполне возможно он выживет, во всяком случае по моим тестам. Type-C-шник у него уже 3.1, и это круто, вы быстро будете сбрасывать файлы. Беспроводная зарядка, проводная зарядка, к сожалению, только на 27 Вт. Металлическая рамка, то есть у нас никакого там пластика. Съемка в 4К 60 FPS на основной сенсор, которая совсем-таки достойная. Мы будем сравнивать его с iPhone 16 по съемке. Я уже гонял его на YouTube-канале Польза стримы на прожарке. И вначале все было хорошо. Прямые грани, помимо прямых граней, довольно яркие, супер, я бы даже сказал, яркий дисплей. Компактные размеры, но... Как всегда, но очень много, и об этом но вы узнаете в ролике. Смотрим. Распаковка. Дизайн упаковки слегка модернизировали. На ней есть изображение устройства. Упаковка относительно обыкновенная, если не считать того, что она из переработанного картона и вся кричит о том, что может развалиться. В комплекте мы имеем смартфон и ключ для извлечения слота под одну сим-карту, а также кабель с USB-C на USB-C длиной в 1 метр версии 2.0. В целом на этом все. Габариты Google Pixel 9 152 на 72 на 8,5 мм без блока камер, а весит смартфон 199 граммов. Модель слегка крупнее, чем Pixel 8. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я разыгрываю Poco X6 Pro смартфон. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий, больше 5 слов под любым из роликов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и все, вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого еще iPhone 16 разыгрывается. Условия по ссылке в описании, в ролике, там вообще все очень просто. Переходим к смартфону. Начнем. Поставляется данный девайс в 4 вариантах расцветки. Это пион, мятная, фарфоровая и обсидиан. Дизайн модели изменился, как по мне, в лучшую сторону, так как теперь мы имеем прямые грани и тыльную часть без всяких закруглений. По факту у вас как iPhone в руке. Но вот блок камер выглядит громадно. Опять же, для кого-то он похож на Бендера, робота, помните, из мультика. Тыльная часть выполнена из стекла Corning Gorilla Glass Victus 2-го поколения, а рамки из алюминия. Качество материалов по мне отличное, собрана модель хорошо. Плюс за то, что смартфон имеет стандарт защиты IP68. Разумеется, в начале ролика вы видели, как я его топлю. Смартфон, в принципе, справился. На данный момент мой экземпляр не пострадал, но если с ним что-то случится, я сообщу в своей личной телеге. Эргономика смартфона хорошая, но вот смартфон увесистый. Отмечу, что прошка такого же размера. Лежит девятка в руке удобно, пользоваться одной рукой слегка затруднительно, но возможно. Здесь, как говорится, все зависит от размера вашей ладони. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2, за что отдельный плюс и отдельное огромное спасибо. Только помним, что там USB 2.0 кабель в комплекте, а не 3.2. Далее есть 3 микрофона и стереодинамики. Звук довольно приятный, но не лучший, так же как и вибромотор. Слабенький для таких габаритов и веса, и он хуже, чем у тех же Samsung или Яблок, опять же, по моему субъективному мнению. Да, сценариев использования, где он вас будет радовать, довольно много. Да, он довольно такой
такой привлекающий, но мощи ему, по мне, мало. Мини-джека и К-порта, разумеется, не завезли. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,3 дюйма с разрешением 2424 на 1080 пикселей. Плотность пикселей в 422 ppi, соотношение сторон 20 к 9, контрастность 2 миллиона к 1. Поддержка HDR, 24-битной матрицы и частотой обновления экрана от 60 до 120 Гц. Технологии LTPO, к сожалению, нет. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus второго поколения, плюс за то, что он прямой и рамки не громадные. Яркость, по моим замерам, на 100% яркости выдает он 1400 люксов, пики 1800 люксов. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает очень даже корректно. Мультитач имеется, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Результаты замера шима плохие, по прибору Radix шим поднимается до отметки в 60%, при измерении прибором ТКА до сотки. Полноценный Always On Display, разумеется, в наличии. В настройках можно обнаружить различные вспомогательные функции, к примеру, можно включить улучшенный сенсорный отклик, персонализировать интерфейс, настроить заблокированный экран, много всего. С другой стороны, интерфейс кажется после всех смартфонов, что я тестировал, максимально блеклым, неинтуитивно понятным и уже в каком-то смысле атовизмом. Хотя здесь на вкус и цвет все фломастеры разные, может кому-то и понравится. Я даже знаю, что многим нравится. Летим дальше. Процессор установлен Google Tensor G4 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у него 3,1 ГГц. Также установлен сопроцессор безопасности Titan M2, графический процессор ARM Mali G715 MP7, оперативная память LPDDR5, только на 12 ГБ внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128 или 256 ГБ. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi, 7, разумеется, версии, NFC, Bluetooth версии 5.3, хотя напоминаю, что уже существует у нас Bluetooth 6.0, хотя в основном везде ставят 5.4. Поддержка 5G сетей и ниже. Для 4G все бенды на борту, Bluetooth кодеков достаточно, связь смартфон ловит отлично, датчик приближения отрабатывает корректно. Отдельно отмечу, что если у вас японская версия, то народ как-то перешивает, а у кого-то не получается. Даже в режиме, когда он у вас беззвучный, у вас будут звуки того, как вы делаете фотографию. Там все зависит от региона. И особенностей региональных пикселей много, поэтому читайте обязательно форумы перед покупкой, если решите приобретать. Из навигации на борту двухдиапазонный GNSS с поддержкой GPS, GLONASS, Galileo. GPS-тест показывает точность в 1 метр, операционная система здесь уже Android 15 версии прилетел. Из нововведений это встроенный ассистент Gemini, также добавили различные AI-функции для обработки фото, на этом Google в принципе делает упор. Большинство этих функций можно найти в отдельных приложениях, без всякого Гугла. Но опять же, все эти редактирования и все остальное будет работать не во всех регионах. Про это пусть рассказывают те, кто живут рядом с производителями Гугла. На данный момент для вас, для большинства тех, кто смотрит, никакой пользы от этих редактирований фотографий толком нет. При том, что они все равно работают примерно так же, как всякие Lightroom, Photoshop и все остальное. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и быстро, завести можно до 4 отпечатков пальцев. Но видел я и быстрее сканера отпечатков пальцев, хотя и этот очень даже хорош. Зато 10 из 10 раз у меня получается его разблокировать, и плюс он находится очень даже выгодно, высоко, и это удобно. Распознавание лица срабатывает даже под углом, внести биометрические данные можно только одного лица. Что неудобно, если брать те же яблоки, там, допустим, и в разных стилях можно фотографии наделать, и в очках. Переходим к аккумулятору. Аккумулятор емкостью 4700 мАч, в PC-марке Smart выдает 8 часов 58 минут, что неплохо. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости, но там он сбросил чуть-чуть яркость. В Work Performance он показывает 13 тысяч баллов. Smart поддерживает быструю зарядку до 27 Вт и беспроводную зарядку стандарта Qi на 12 Вт. Обещали, что он будет заряжаться за 30 минут до 50%. По факту заряжается он в среднем где-то за 1 час 40, за 1 час 50 до 100%. При просмотре ролика на YouTube в 1 час у меня по Wi-Fi уходит в среднем 5-6% заряда, в играх за 1 час уходит от 25 до 28% заряда. Но с играми полнейшая печаль. Помните, когда мы смеялись над айфонами, что они в супер тяжелых играх сбрасывают яркость до 200 люксов? Откройте мой YouTube, где я делаю прожарки. Кратко, на 3-й минуте он сбрасывает яркость до 700 люксов при игре в PUBG New State. Это терпимо, это уже на 15-м андроиде. Но зато через 25 минут вы видите 200 люксов. И что тогда говорить о всяких геншинах и всем остальном? То есть PUBG New State точно не тяжелая игра. И, разумеется, никаких 90 FPS он там не показывает со своим процессором. Он с самого начала показывает вам 50 с лишним. О чем это говорит? О том, что это Tensor. И о том, что к играм его лучше не подпускать, чтобы себя не расстраивать, если это не какие-то казуалочки или Castle Defense. Перейдем к тестам. Тротлинг тест проходит плохо,
193 гипса минимально, максимально 387 и в среднем 224 гипса на 100 потоках при 60 минутах. Ничего не меняется. В Geekbench в сингл-коре 1612, мультикоре 3549. А вот GPU Score в Geekbench он проходил у меня раз 20, наверное. То есть он не хотел его проходить, он просто вылетал. Почему? Потому что Tensor. Что он выбивает в 3D-марке, вы видите, но особо хочу отметить ваше внимание на устойчивость. То, что он в Wildlife стресс-тесте выдает устойчивость 61% и в Extreme стресс-тесте 65%. Это нехорошо. В Antutu он выдает на третьем прогоне 820 тысяч баллов. После обновления на Android 15 версии он у меня выбил 1 миллион, но при 3 прогонах на канале для стримов он, в принципе, показывал 800 тысяч и выше. Притом яркость толком не сбрасывал, и в этом смысле он молодец. Storage тест показал скромные 57 986 баллов, плюс вы можете посмотреть в моей личной телеге, сколько он смог по автономности показать при съемке в 4К 60 FPS со 100% до нуля. В целом результат показал он довольно неплохой. И переходим к камерам, которые по большому счету не особо сильно меняются у них от модели к модели. Основной широкоугольный сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.68, углом обзора 82 градуса, глазерной автофокусировкой и оптической стабилизацией. Сверхширик на 48 мегапикселей с углом обзора в 123 градуса, апертура 1.7 и автофокусировкой. Имеется специальный датчик мерцания, LED-вспышка и направленный микрофон. Запись видео с основного сенсора доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, 8К отсутствует и 4К 120 FPS тоже отсутствует. Фронтальный сенсор на 10,5 мегапикселей с апертурой 2.2, углом обзора в 95 градусов и максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. Я сравнивал данную модель с iPhone 16 вкратце. Сверхширокоугольный сенсор прокачали, ночью основной сенсор у пикселя снимает шумами, в отличие от iPhone. Днем пиксель наоборот перекручивает контрасты и изображение становится менее детальным в области теней, нежели чем у iPhone. Общее впечатление от картинки отличное, снимает пиксель хорошо, но не без недостатков. Фронтальный сенсор ночью также снимает с шумами, но скинтон у него более натуральный, чем у iPhone, по мне, да и детальность выше. При нормальном освещении днем или в помещении фронтальный сенсор у iPhone лучше. Также отмечу, что при зумировании пиксель проигрывает по детальности, это факт, но не все так однозначно. В любом случае, короткие примеры вы сейчас увидите, как и сравнение. Ну что, началась магия электронов. Это iPhone 16 против Pixel 9 по съемке. Я думаю, максимально всем интересно. Почему? Потому что все-таки устройство в одной ценовой категории, и хотелось бы сказать, что они снимают одинаково. Опять же, итого мы увидим, одинаково они снимают или нет, но на данный момент, вот вам прелесть на Pixel 9, ну зато, не знаю, ну шумов просто море. Зато iPhone 16 не так хорошо вытягивает, хотя лучше, по мне бы пиксель ничего бы и не вытягивал, но хочет он вытягивать. Включаю ультраширик, все наслаждаемся какой-нибудь из картинок. Вот я бы закрасил в то, что пытается вытянуть пиксель, я бы закрасил все. Вот лучше бы я этого не видел. Хотя, опять же, у вас может быть другой какой-то взгляд. И X2. X2. Теперь хочется закрасить то, что рисует нам iPhone 16, да? Но вот так. На то мы и сравниваем, для того, чтобы понять, кто есть кто. И максимум зум X7 против X6. А если X6? Да, X6. А если X6 против X6? Ну, тут минус, плюс-минус те же тапки, только в профиль. Хотя по мне яблоко лучше справляется. На машинке смотрим. Хотя вы и так на них смотрите. На фронталку переключиться нельзя. И быстро на ультраширик. Уик. Как вам плавность? Ну что, фронталка, Pixel 9, и, как говорится, пиксель не будет ругать только тот, кто продает его через серые магазины. Вот так примерно вы сможете снимать на пикселе на iPhone 16, самые дешевые в линейке один и другой. Так, если вам в лицо будет свет бить, и здесь местами, даже если смотреть скинтон, может быть, кому-то больше понравится пиксель, но только мы уходим в темноту. Зато на пикселе видно, как высоко мне падать, или как высоко падать смартфоном, да? Если что, на секундочку. Ну что, 4К 60 FPS на основные модули, лифт. Теперь у нас волшебный ультраширик. X2. X1. Хотя, вот, ну нет, это все-таки про съемку аппарата. Маленькие, удобные.
пиксель или яблоко. Ну и, разумеется, чуть ли не самый основной тест. Фронтальная камера 4К 60 FPS, съемка с двух рук. И насколько хорошо у вас будет получаться себя снимать при таком противном освещении. А кто ближе по съемке, я даже не знаю. Если говорить про цвета. Я одно могу сказать, у пикселя очень много шумов. Слишком. Ну что ж, понеслась ночь, противный свет, движение. И вот так против света вы сможете снимать на пиксель 16, на пиксель 16, на пиксель 9 и iPhone 16. Да, номерная серия прямо уже огонь, особенно у яблока. 16. Прикиньте, сейчас еще раз его протру. Но вообще протирал, очень странно он отрабатывает. Хотя пиксель тоже не особо на ультрашире. Ну что, протер, ультраширики, пиксель против яблока. Единственное, хочу отметить, вот то, что я сейчас это благополучным образом снимаю. Вот сейчас основной модуль. Вполне возможно, я вижу одно, а вы будете видеть другое, потому что здесь будут подключаться уже алгоритмы обработки перед записью. И это все дело может работать абсолютно по-другому, не так, как вижу я. Сейчас интереснее, сейчас 4К 30 FPS и, опять же, ультраширик. Пошла основа, и я пытаюсь перекрикивать музыку, иначе мне прилетит, вы сами понимаете, что, да? К сожалению, вот эта моя любимая лампа не работает, но мы можем сфокусироваться на дальней лампе. И вот она X2. Ну и видео фронталка 4К 60 FPS. И говорю, магия моего контента в том, что в течение 2 лет в одних и тех же локациях, наверное, смартфонов 150 вы можете увидеть. И да, они всегда простые, как мне скажут, ну что ты больной против солнца снимать, против света, а вы всегда будете делать постановочные вводы и фото и видео? Нет, нет. И чем больше вот таких моментов с нехорошим качеством места для постановочного фото и видео, и чем лучше картинка у таких моментов, тем лучше. Потому что иногда хочется показать коня. Вот я долетел до Паттайи, вот он конь, да? А его не показать из-за шумов. В общем, ультраширики 4К 60 FPS, ночь. И наша штатная локация. Недавно Xiaomi 14T Pro сравнивал, потом Pixel 9 также сравнивал с кое-чем. Помните, 14T как раз. И 14T Pro сравнивал с Samsung S24 Ultra в той же локации. Это у нас ультраширик. Пытаемся ввести плавно, но без горизонта. То есть сейчас на основе будем ввести с горизонтом. Основа. Везу с горизонтом. Веду. И вот так плавненько. Получается у нас картинка. Давайте X2. Основа. 4К 60 FPS, магазин. И опять же, как это называется, при хорошем освещении плюс-минус все равно круто выглядит. Единственное, я все равно стараюсь плавно все это дело вести и плавно снимать. Ну а насколько получается и насколько хороший автофокус и как все подтормаживает, вижу на том или другом устройстве. Как говорится, что кого устраивает, решать абсолютно всегда вам. Яйца. Это 3 десятка. 1 десятка 180 рублей. 180 и 240. Вот он и курс 1 к 3. Вот это такая раз 28 грамм. 100 рублей. Ну вот это самое неинтересное сравнение, потому что 4К 60 FPS, съемка с одной руки получается для каждого из смартфонов, и этот день. Я вам скажу, что даже iPhone чуть-чуть, не чуть-чуть, одинаково он выдает цвета. Может быть, где-то он докидывает контраста, но по цветам правильно передает, ладно. Хотел на него напасть, не получилось. И
То же самое ультраширик на 15 секунд. Вот так. Вам, в принципе, хватит. И X2 днем. Тоже на 15 секунд. Там какие-то строительные ремонтные работы ведутся. Как раз шумодав можно проверить, да? И иксы. Максимум X6, X7. А вот здесь уже другая история, да? Когда ты смотришь X6, X6. Ну-ка. Да. Говорится, не все так однозначно. И повторяю, что на Pixel 9 я 2 раза снимал обзоры про камеру, поэтому здесь минимальное сравнение и минимальное количество видеосъемки с пикселя. Ну что, 4К 60 FPS, съемка с 2 рук. Абсолютно обычные условия обстановки. И вот так вы примерно сможете снимать вокруг все, допустим, на ультраширик. На пикселе более ядовитые по мне цвета, хотя, опять же, вы можете не согласиться. И вот сейчас, допустим, у облаков больше контраст вытягивает. Черт его знает, кто, надо смотреть, как они потом запишут. Нельзя так делать выводы. Немного стока Nike, совсем слегка. Здесь снимать нельзя, и ультраширик. О. Один из моих любимых классических тестов. 2 основных модуля. 4К 60 FPS. Снимается все рядом. Иду не медленно, но и не быстро. И уже в 21 веке, в 2024 году, не самые флагманские аппараты дают нам очень крутую стабилизацию на основной модуль. Притом я считаю, что это обоих касается. Если я буду стараться идти плавно, медленно, вот сравните, тут вообще все будет, по идее, по фэншую. Не факт, конечно, но скорее всего. Будем, как говорится, пытаться идти супер медленно, для того, чтобы получить супер-мега плавную картинку. Так я во время какого-то праздника, мне кажется, пришел. И ультраширики. Такая же история. Сейчас мы встанем и плавненько, вон, смотрите, народ на штативах снимает. Выдыхая, снимем, на что он способен по 360 градусов, да? И основа. Основа. Съемка против солнца. Ну и, как говорится, ладно. Зато плавно. И вот так, еще отсюда маленький кружочек, полукруг, 180 градусов сделаем. Может даже 360. Круг на то и круг. На основу. Ультраширики. И пошли с ультрашириками еще куда-нибудь. Такой вот супер длинный кусок получился. Зато, как говорится, ультимативная дневная съемка без возвращения. Что есть, то есть. Ультраширик. Основа. Главное не спешить, как говорится, да? Потому что кому надо, тот будет рассматривать и, повторяюсь, скачивать исходники. Правильные цвета передает яблоко, а здесь дымка. То есть вот такой вот а-ля туман импровизированный. X7 против X6. Давайте X6 против X6. iPhone против пикселя 9. Вот так. Так, ну немного здесь. Давайте 15 секунд. Градусов так 60-70 сниму на основной модуль до здания. Дальше ультраширик.
И еще 15 секунд. И 6, 7. Основа. Так, беру свои слова обратно, он огромный. Просто огромный аэропорт. Не знаю насчет, ну, как бы лакшери нет здесь, как в Бангкоке. Но аэропорт огромный и продуманный. Но огромный. Миллиард раз. Вы смотрите, какая толпа там. Ну и, разумеется, фронталка 4К 60 FPS. Да, я морально уже 7 дней одно и то же вам рассказываю. Периодически, конечно, локации меняются, но чаще всего за 7 дней ты самое основное даже в Петербурге, Москве, там за, окей, 10 дней ты можешь обходить, в Куала-Лумпуре тем более. Культурная столица Петербург, все-таки там, да, там можно месяц каждый день ролики делать. Эта фронталка, можно делать X1.4, максимум X4, контраст перекручивает, динамический диапазон должен вам нравиться, но я говорю, у Pixel такая же беда по мне стала, как и у всех Vivo, Oppo и подобных. Он любит рисовать вам картинку, которая вам нравится, но, опять же, нравится же. Или напишите, как вам фронталка и у кого вам фронталка понравилась больше. Потому что здесь не стоит вопрос о натуральности, здесь стоит вопрос о том, насколько комфортно для вас то, что вы снимаете. Вот так, если без лица поводить смартфоном, надеюсь, что он у меня не выпадет. Как говорит большинство не подписчиков, перестань двигать камерой. Ну, потому что для того, чтобы классно камера снимала, нужно либо стоять, либо не двигать камерой, а еще лучше поставить ее на штативе. Так, основной модуль, ультраширик. Выхожу из конда и дальше. О, керхером моют площадь. И основа. Теперь можно идти 30 минут, по идее. Автофокус. О, электричка X2. Видите, какая расписная? Выглядит классно. Троширик. Это, я думаю, кондик. Вряд ли это отель. Хотя, может, отель. Вот это тоже точно жилые дома. Романтичный вид. Ну, скорее всего, с другой стороны, у отеля и правда романтичный вид должен быть, если это отель. Хотя, скорее всего, это кондик. Нет, это кондик. Кондо. Жилой дом. Вон детская площадка. Парковочные места. Откуда вы берете воду? Вот. Очень похоже. Либо это для нужд в случае пожара, но мне что-то кажется, что нет. Опа. И дальше куда? Ультраширик и снимаем 4К 60 FPS. Pixel 9. Напоминаю, что я на него снимал аж 2 ролика в Куала-Лумпуре. Один ночной, один дневной. Это больше уже для сравнения такого более-менее субъективно-объективного, так как мы практически все смартфоны так гоняем. Вот сейчас основа. И вот так вы сможете примерно снимать что-то в движении. Ни в коем случае так не делать, ни в коем случае не кататься с одной рукой на руле и тем более не снимать. Но вдруг вы, находясь на каком-то средстве движения, захотите снимать на Pixel 9 ночью, вот такая примерно у вас будет картинка. Хорошая или плохая, решать вам. Вы, во всяком случае, можете, если на YouTube смотрите, на телевизоре оценить, насколько он хорош. По мне, как минимум, как говорится, неплох. Вот. Я просто не смог не поснимать. Это ультраширик. Но много новых приколюх. И основа еда. В основном острая. О, треугольнички. Очень похоже на тему с Японией. В Японии они дешевые. Очень. Бургеры всякие. Самые популярные ушли. Так, вот сымитируем. Много мест занято, и вы такие решили снимать издалека.
И потом включаете основной модуль, и уже вроде ничего. Включаете X2, и вообще почти отлично, еще и через зелень. А вот потом, когда вы увеличиваете, кружка нет, неудобно, X7. Пытаетесь фокус вручную поставить. Не все так волшебно. Так, допустим, смотрибельно все по мне все-таки X2 максимум. Ну что, а вот теперь день 4К 60 FPS. Как я их ненавижу проговаривать это. Хотя каждый раз говорю, если не сказал, значит 4К 60 FPS. Ультраширик. И давайте чуть-чуть с ультрашириком проедем. Так, главное запуститься. И потом немного сосновой. С основой. Вот так, съемка с одной руки на ультраширик. Едем, как говорится, супер плавно. Медленно, но верно. Теперь основа. Не сбивая куриц. Чуть не сбил. И, в принципе, на этом можно историю заканчивать, потому что там дальше, о, как интересно, ремни проверяют, видите как, зажигалками. Ах, магия электронов. И здесь я, наверное, перестану, потому что влажно, потому что спуск, и потому что очень много странных людей, которым вообще абсолютно начхать, что здесь проезжая часть. Немного азиатского колорита на основной модуль, на ультраширик. О, не зря доехал, это ультраширик. Смотрите, какие машинки. Все оценили. Лансер, GT-шечка, Mitsubishi. Основа. Вот это вообще прелесть. Да. И немного съемки фронталки в ТЦ. В целом, как говорится, все норм, все в огне. Небольшое сравнение фотографий, хотя я крайне сильно против. Почему? Потому что если вы любите мобильную фотографию, вы должны, просто обязаны скачивать исходники с моей личной телеги, еще чьих-то, и сравнивать сами. Потому что вот смотрите, ультраширик у пикселя и ультраширик у айфона. И я бы сказал, что какими-то моментами шумов больше у яблока, какими-то моментами шумов больше у пикселя. Опять же, ультраширик — это не сильная сторона современных смартфонов, это как раз есть к чему стремиться. Пиксель выкручивает цвета. В целом, по искажениям, я бы не сказал, что сильные искажения и на одном, и на втором. Мне нравится, что у пикселя, хотя работа со светом может быть и не топовая, алгоритмы дорисовывают как-то более органично, наверное. В целом, повторяюсь, на ночной ультраширик надеяться никому не стоит. Как минимум, потому что качество фотографии будет не супер-мега-фонтан. Ну вот, посмотрите, по работе со светом коня, наверное, одинаково запечатлел, что один, что второй. Здесь то же самое. Если говорить про основные модули, здесь у нас два основных модуля от Pixel 9, вы можете по разрешению это увидеть, и у iPhone. Берем iPhone и Pixel 9 увеличиваем и понимаем, что деталей больше из темных участков вытягивает однозначно Pixel. Потом смотрим на работу со светом, понимаем, что здесь тоже в каких-то моментах по мне Pixel однозначно ушатывает. Хотя, опять же, это субъективщина, но если посмотреть, вот, допустим, на эти участки, то там, где у iPhone вообще сплошное пятно, Pixel пытается что-то где-то как-то разделить. Ну, кстати, с такой же эффективностью у него все это происходит. Основное, наверное, где вы видите отличия, это реально темные участки, в которых Pixel что-то там старается высветлить, а iPhone не особо старается. То есть, в целом, впечатление от фотографий плюс-минус одинаковое. И, опять же, на какую бы мыльницу вы ни снимали подобный пейзаж, при правильном постановочном фото оно все будет выглядеть более чем интересно. Вот единственное, здесь противно, видите, источник освещения, как с ним отработал iPhone и как отработал Pixel. Pixel не объединил, а iPhone взял и сделал нам треугольник. Если говорить про фото в лифте, допустим, вот у нас берем основные модули, Pixel и яблоко. По цвету кожи, потому как кто отрабатывает, очень часто Pixel пытается сделать
лицо, именно сделать лицо более натуральным. Яблоко не особо хорошо справилось со светом. По цвету кожи мне близок больше яблочный оттенок, он ближе к реальному. И в целом фотографии и там неплохие. Ну а что выбирать, как говорится, решать вам. Вот посмотрите даже на пальцы, допустим. Здесь нет деталей, здесь у яблока какие-то детали да есть. Если говорить про морщины, здесь есть какие-то морщины. У пикселя они хаотично расположены слева, а вот справа уже практически не видны. И деталей все-таки больше у яблока. Вы можете, как говорится, не соглашаться. По шумам, по мне паритет, даже, наверное, у пикселя шумов больше. Ну и, разумеется, съемка на фронталку, допустим, фото те же. Вы видите и так, по расширению, где здесь пиксель, где здесь iPhone. Допустим, самое интересное для нас что? Это правильно, работа с волосами. По цвету волос ближе яблоко. То есть пиксель сделал из меня крашеного, в общем. Если говорить про работу с, допустим, на заднем плане, у яблока по мне почетче структура. Понятно, что здесь все в автомате. Если ручками что-то дальше химичить, то будет какая-то другая история. Но яблоко меньше выкрутило контраст, несмотря на то, что солнце позади. Оно не обмануло со светом, и деталей по мне намного больше. Плюс еще цвет лица ближе у яблока. Хотя пиксель тоже довольно близок. Если смотреть, допустим, по деталям, по морщинам и всему остальному, не так все мрачно, как здесь, с одной стороны. С другой стороны, все-таки ближе к реальности у яблока, намного ближе. По очень большому количеству факторов, не только по количеству морщин, по их структуре, но и по структуре кожи, даже с цветом волос. Если говорить про ночные фото, вот смотрите, здесь, допустим, зеленый луч, на пикселе это видно, на яблоке нет. Автофокус включен, и в итоге лучше объективно фото получилось на пикселе. Хотя шумов у него космос, у этой фотографии, я бы мог сказать, вы посмотрите, что это за жесть с этой крышей. С одной стороны. С другой стороны, да, там и черепица не видна, еще что-то. Но надпись, это основа по мне, всего, что мы здесь видим, лучше видна, пусть даже чуть-чуть на пикселе. И цвет луча, он зеленый, хоть как-то, но виден именно на пикселе, на яблоке он практически неразличим, непонятно какого цвета. И еще раз про великие ужасные фотографии днем. Основа, как всегда, ISO 21. То есть, если у вас красивое место, если у вас хороший пейзаж для зрителя вашего, то на что бы вы ни снимали, за $200 девайс, за 200, там, за 150, за 150, за 1500 будет все выглядеть примерно одинаково хорошо днем. Вот там у нас туман, дымка, и по цветам я вам скажу, что ближе яблоко, потому что вот дымки больше, чем есть на пикселе, но у яблока вот эта вот дымка, которая сюда распространяется тоже, она видна прям тоже совсем чуть-чуть. Если говорить про зелень, то плюс-минус одинаково. То есть дневные фотографии на основной модуль, кто бы что ни говорил, очень близки, и можно еще поспорить, у кого лучше отрабатывают алгоритмы в итоге, потому что никаких замыливаний краев, разумеется, уже давным-давно у флагманов нету. По передаче структуры плюс-минус одинаково, здесь чуть-чуть больше контраст, чем должен быть. Так что скачивайте исходники, делайте выводы. Минусы: нет АК-порта, слот под одну сим-карту, медленная зарядка, люто сбрасывает яркость в играх, и оболочка в каком-то смысле слегка отстала от конкурентов, потому что она вообще не дружелюбная. Остальные производители идут вперед, пиксель танцует на месте. Android 15 версии прилетел быстро, устанавливался максимально долго, но главное встал. После этого с автономностью и нагревом стало все намного лучше. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Ну и резюмировать, как всегда, я бы хотел довольно долго и мучительно. Смотрите, я бы мог надрываться и рассказывать вам про то, что вот эти Gemini и всякие фишки его, они прям супер. Но большинство из них у вас работать не будут, это раз, а даже если бы работали, не факт, что какими-то из них вы бы пользовались. Второй немаловажный момент устройства — это довольно специфичное. Чем? Пиксели очень часто очень сильно все меняют прошивкой. То есть Android 14 он грелся. Сейчас Android 15 меньше греется, но просто лютейшим образом сбрасывает яркость в играх. А что дальше? А дальше тротлинг-тесты говорят, что он в принципе такой же пиксель, как и были. Из-за чего? Из-за процессора. Если у вас до этого были пиксели, и вы помните все эти прекрасные моменты, когда он у вас перегревается, разряжается, непонятно почему зависает, то
вы все то же самое получите, только в лучшем исполнении. Если у него какие-то лучшие качества в плане съемки фото, ну, по мне нет. Лучшие тактильные какие-то ощущения, да. То есть они сделали его прям клевым. Но почему он ощущается клевым? Потому что он ощущается как iPhone. Никакой а-ля самобытности я здесь не вижу. Вы, может, видите. Вот этот вот дизайн из Футурамы мне очень нравится. Прям безумно. Я говорю, я даже вживую его видел у одного человека рядом с посольством. Если говорить о звуке. Звучит он неплохо. Вибро неплохое, но не топовое. Но с другой стороны, что вы можете купить в те же деньги? Дешевле вы купите Samsung S24, что на Exynos, что на Qualcomm. Скорее всего даже вы можете умудриться дешевле iPhone 16 с его позорными 60 Гц купить. С другой стороны, эти 60 Гц, вот 60 FPS в PUBG New State. Ну, то есть, какая разница, что здесь 120 Гц, если это не LTPO раз, разряжается он быстро 2, помимо этого он все равно вам не будет показывать почти нигде эти 120 Гц. Опять же, мое субъективное мнение, где-то он будет показывать, но не везде. Я думаю, что те, кто выбирали пиксели, они в принципе знали, что покупают. Вот сейчас уже, когда 9-я линейка, я могу с легкостью советовать вам посмотреть и на 8-ю. Она стоит реально в 2 раза дешевле, и прошки тоже. Походите, и вы поймете, что такое пиксель. Он с временем, к сожалению, не меняется, потому что база у пикселя — это процессор, их собственный, к сожалению, для меня. И в борьбе с такими же компактами от яблок, Samsung и Xiaomi, учитывая ценовую политику гуглов, они по мне проигрывают. То есть на Яме я видел его за 60, но с этим типом процессора и внутренней памятью UFS 3.1 за что вы должны платить такие деньги? Шим просто космос, в играх он нулевой. В съемке не сказать, что он там кого-то побеждает лютейшим образом. Оболочка интересная ли, особенная? Да нет. Почему? Потому что, покупая Samsung или айфоны, или Xiaomi те же, вы покупаете адекватной стоимости аксессуары сразу с ними. То есть здесь у нас у Pixel есть часы, никто их топом не назовет. У Pixel есть наушники, никто их топом не назовет. У Pixel есть планшеты, но они каких-то космических ценников, и никто их топом не назовет. Отличный маркетинг. И за что я люблю Google? Это за YouTube, на котором вы смотрите этот ролик. И именно поэтому что-то ролик набирает. Не потому что пиксели кому-то нужны, а потому что пиксели — это Google. Google — это YouTube. И то, что название Pixel 9, он, разумеется, будет рекомендовать этот ролик. Ну и все. Внешне безумно понравилось. Очень крутое устройство, которое абсолютно не стоит своих денег. Но если вы фанат пикселей, и у вас до этого они были, вы знаете, зачем вы идете. Вы, возможно, какие-то и штуки либо с VPN, либо вы находитесь на других территориях, сможете получить. Девайсу от меня в стоимость ниже, чем Samsung и яблоки, на процентов так 15 однозначная, да. Рекомендация от меня: смотрите на пиксели младших моделей, 8, 8 Pro, 7. Попробуйте с ними походить, ощутите, как они дропаются в цене в 2 раза. Ну, они реально в 2 раза дропаются. Это очень комфортно для тех, кто хочет попробовать пиксели. И потом уже делайте выводы, нужны ли вам вот эти вот свежие штучки или нет. Потому что кардинальных изменений ни в чем нету. И моментов, в которых они ушатывают просто конкурентов, я тоже не вижу. Подписывайтесь на канал с колоколом. Надеюсь, что вам чем-то этот ролик был интересен и полезен. Добра и удачи вам, дорогие друзья.